Майк Тайсон. And now, ladies and gentlemen, for the moment you've all been waiting for, it's Tyson versus McNeeley. Поединку. Миллионы зрителей, наверное, сейчас сидят вокруг этого поединка. Ведь впервые за 4 года выступит Майк Тайсон. Вот показывает его соперника, который идет Питер МакНеелey. Вот видите, какая у него команда ведет его на этот поединок. Но этот боксер заслуживает все-таки, чтобы о нем сказать немножко побольше. Он 7-й кандидат на звание чемпиона мира среди боксеров тяжелого веса. Почему на нем остановились тренеры Тайсона и его менеджер Дон Кинг? Трудно сказать. Хотя, пока Тайсон сидел в тюрьме, в этот момент его нынешний соперник Питер МакНеелey набирался опыта. 37 боев, 36 побед, 30 побед, одержанных нокаутом. Правда, среди его соперников не было таких именитых боксеров, как Холлифилд, к примеру, или там Боуи. Но, тем не менее, этот послужной список, он, естественно, настораживал поклонников Майка Тайсона. Затем Питер МакНеелey, вот он, видите, как сейчас ведет себя на ринге. Он, так сказать, уверен, он готов, рвется в бой. И посмотрите на Майка Тайсона. Это не тот Тайсон, которого мы увидели 4, 5 или даже 6 лет назад. Вы помните, Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе в профессиональном ринге в 20 лет. Затем в течение почти 1,5 лет он стал чемпионом мира по всем версиям международного профессионального бокса. Вот это. Спокоен, сосредоточен, где-то немножко ушел в себя. Вот таким чувствуется сейчас волнение. Все-таки 4 года не выступать на ринге, это, конечно, очень много. И не иметь спарринг-партнеров, и чувствуется, конечно, некоторая, может быть, и неуверенность даже. Потому что для того, чтобы выйти на большой ринг, необходимо спарринг-партнера высокого уровня. И вот посмотрите, ведь он идет по такому полутемному коридору. Вот впереди полутемный светится зал, такой необычный, синевато-голубоватый свет. И вот появляется Майк Тайсон, оглушительный шум, вот такой свист по-американски, как мы знаем, это знак одобрения. Конечно, Майка Тайсона любят. Это великий боксер, все это признают, хотя его поведение до того, как он оказался на скамье подсудимых, оно не раз вызывало в прессе осуждение. Тайсон, в общем-то, прямо скажем, грешник. Но нелегкое детство. Потом он человек очень ранимый. Он потерял за короткий промежуток времени своих близких людей. У него скончалась мать Лорна, сестра Денис. Умер его вдохновитель всех его побед, его первый по-настоящему тренер Великий Дамата, его первый менеджер Джимми Яков. Конечно, это не могло отразиться на Тайсоне, но... Майк Тайсон. Вот это, так сказать, пороки детства сказались в итоге, а он несколько раз, в общем, так сказать, попадал в суд, отделывался большими денежными или малыми штрафами, но в итоге оказался на скамье подсудимых и 6 лет. Но сейчас посмотрите, зал сейчас буквально заполнен весь. Первые пары, когда проходили, были еще свободные места. Сейчас весь полностью зал заполнен. 16 с лишним тысяч. А сколько смотрит этот бой по кабельному телевидению? И в кинотеатрах еще. Огромное количество зрителей. Так по подсчету считают, что где-то в порядке 45 миллионов зрителей следят за ходом поединка Майка Тайсона и Питера МакНеелey. 216 for his last fight 4 years ago. His heaviest weight, 221.25. McNeeley, weight 224. And the 6-inch reach advantage for McNeeley. And the Nevada rules for this non-title affair.
10-point must system. 3 judges will score. No standing 8 count. 3 knockdown rule is in effect. Only the referee can stop the fight. A fighter cannot be saved by the bell except in the last round. If there's an accidental foul before the end of the 3rd round, the fight is ruled a no decision. If it happens after the end of the 3rd, they go to the scorecards. Let's go back up to our ring announcer, Jimmy Lennon Jr. All right, fans, here we go with our main event of the evening. Вы знаете, всегда очень трудно начинать сначала. Был великим боксером. Тайсону уже 29 лет. 20 лет он стал чемпионом мира. Несколько раз подтверждал свой титул. Он всего лишь 1 раз проиграл. Проиграл в 90-м году. Причем, правда, поражение было, прямо скажем, очень и очень тяжелый. Бой проводился в Токио. И мало кто думал, что Тайсон проиграет Джейму Дугласу по кличку Кутила, но тем не менее это произошло. Итак, давайте еще раз поближе познакомимся с Питером МакНили, по прозвищу, кстати, Ураган. 180 сантиметров рост, 92 килограмма вес, хорошая, так сказать, спортивная форма. Интересно, что вся его биография связана с большим боксом. У него дедушка МакНили, Том Средний, был членом национальной олимпийской сборной США в 1928 году, чемпионом национальной любительской сборной, чемпионом Новой Англии. А его отец, Том Джордж, также был хорошо известен, пользовался большой популярностью среди боксеров тяжелого веса. И он был соперником великого тяжеловеса, великого боксера Флойда Паттерсона в борьбе, кстати, за звание чемпиона мира. Ну и вот Тайсон. Майк Тайсон. Смотрите, он уверен в себе, сосредоточен. Чего не скажешь об этом Питере МакНили. Вот его данные, давайте вас вспомним. 182 сантиметра рост, 89 килограммов вес Тайсона. Ну и вот сколько он провел, так сказать, боев. 41 бой, одно лишь поражение, о котором я говорил, и 36 побед нокаутом. Майк Тайсон из Нью-Йорка, из Бруклина, а Питер МакНили из Мэтфилда, штата Массачусетс. Вот главное действие этого боксерского шоу в Лас-Вегасе. Бой Майка Тайсона. Возвращение великого Майка. Майк Тайсон. Вы знаете, он в какой-то мере повторяет биографию великого Мухаммеда Али и Кассиуса Клея. Это рефери Милс Лейн, один из самых лучших рефери профессионального ринга. Вы помните, Мухаммед Али тоже был отлучен от бокса, правда, по другой причине, он отказался воевать во Вьетнаме. И вот посмотрите, это, так сказать, репетиция предстоящего поединка. Словно маятник качается перед Майком Тайсоном его соперник, и как глазами он испытывает на прочность своего соперника. Готов ли ты со мной драться? Ты заявлял, что меня легко побить, что я стал малоподвижным, я не так быстр, я стал тяжеловатым. Хотя по форме, по его данным, которые мы уже знаем, конечно, в хорошей форме Тайсон. Очень скромно он себя вел, кстати, даже на одной из пресс-конференций очень так скромно отвечал на вопросы, на другую пресс-конференцию просто не явился, говорят, что он был сосредоточен перед боем. Итак, первый раунд. Посмотрите, как бросается вперед Питер МакНили. Вот действительно опасно. Ураган. Вот, действительно, прозвище свое правда Ураган, но ведь, по-моему, он пропустил удар. Да, пропустил удар, но он слишком перевозбужден. Смотрите. Вот это может сыграть действительно плохую службу. Ну, Мил Лейн открывает счет. Ему виднее, опытнейший рефери. Посмотрите, как действует Тайсон в ближнем бою. Прекрасный прямой, боковой прямой и боковой правый, левый. Опасные очень удары, очень опасные удары. С обеих сторон.
Вы знаете, мне кажется, по-моему, Питер МакНили не ожидал такого ответа со стороны Тайсона. Он должен был предусмотреть это. Потому что столько, наверное, боев посмотрел, все записи Майка Тайсона. Вот, смотрите, какой азарт. Мик Лейн вынужден разнять даже боксеров. Сходится в ближнем бою. Но немножко Тайсон придерживает левую руку соперника. Минута 50. Атака Тайсона. Ах, какая атака, посмотрите. Вот она, знаменитая атака Тайсона. Боковые, да. Левые, правые, а затем еще и снизу апперкот. Ай, да. Какой удар. Потрясен Питер МакНили. Что такое? Почему вышли секунданты? Отказываются от боя? Да, секунданты Питера МакНили появляются здесь на ринге. Вот это уже неожиданность. Здесь главный, вот как раз слева тренер МакНили, это Винни Викионе. Он и его же менеджер. Вот Тайсон принимает поздравления. Ну, официально, так я понимаю, что все-таки секунданты отказались от дальнейшего проведения боя. Майк Тайсон! Да. Борис, я даже не обратил внимания точно на секундомер. Сколько там? Минута 50? По-моему, минута 37. Минута 37. Потому что так быстро вот все это, произошло. Вы знаете, как обидно зрителям, как обидно нам всем. Мы так думали. Бой, кстати, формула боя была 10 раундов. Но думаем, что я так, честно говоря, думал, что Тайсон 5-6 раундов должен пробоксировать. Вот обмен любезностями, мне кажется. Хотя очень спокойно, оба хладнокровны. Тайсон хорош. Я думаю, его команда Тайсона и сам Тайсон, по-моему, разочарованы тем, что не смогли доставить удовольствие зрителям и показать все, на что способен в данный момент Майк Тайсон. Но, тем не менее, между прочим, и Питер МакНили принимает поздравления. Там, так сказать, некоторых, они, видно, считают, что он легко отделался. Хорош Тайсон. Вот эти первые секунды, ну... А посмотрите, как горячится. Но очень опасные были боковые удары Питера МакНили. Может быть, он, как авантюрист, рассчитывал, что в первом раунде попадет Майк Тайсону и неожиданно выиграет бой. Но я думаю, что Майк Тайсон такой опытный боец уже, и зря они выбрали такую тактику боя. А может быть, просто это был разыгранный спектакль. Ну, может быть, мы с вами попались на профессиональную удочку. Или на крючок, точнее, потому что, кто знает, ну уж больно он действительно рискованно. И почему так быстро выскочили секунданты? Потому что судья на ринге не приглашал их. Смотрите, опять повторение. Правым боковым, первый нокдаун. Ну, как будто ничего особенного. Да. Удар такой был неожиданный, как короткий. Да, и смотрите, самое главное, что он встал, и не нарушена координация движения, он побежал спокойно, без нарушение координации движения. Посмотрите, сейчас встанете, побежит спокойно. Вот, пожалуйста. Короткий боковой правый, вот этот был второй удар Тайсона. Это когда второй нокдаун? Нет, вот это первая серия. Вот он тоже нырок делает, вынырнул Тайсон, и тут же, бывает, полубоковых ударов наносит короткий, точный удар в подбородок. Питер МакНили по прозвищу Ураган нарвался на встречный ураган, причем такой молниеносный. На смерч. На смерч, действительно. Команда Майка Тайсона уводит его, но здесь это не был поединок за звание чемпиона мира. Тайсон должен провести несколько поединков, прежде чем получит право за то, чтобы бороться за титул чемпиона мира, за то, чтобы вернуть титул, который он потерял 4 года назад. Майк Тайсон! Обидно, конечно. I'll tell you what, this is the game we've chosen. Let the man fight his fight. Let the man go down swinging. Well, Peter McNeeley, who certainly won the hype award going into this fight, very loose, still talking. His corner stopped the fight. McNeeley appeared ready to go on.
It just was a complete brawl from the opening bell for as short as it lasts, and it's really unfortunate. The crowd's very ticked off, very upset, and understandably so. They wanted to see a little more action, and quite frankly, I'm very disappointed that his corner stopped the fight. Well, we're going to show you the last knockdown, the end of the fight, and the second knockdown is the last knockdown in this case, because even though he got up, the corner came in. Что и бесспорно зрители разочарованы. Да. Я еще раз хочу напомнить нашим зрителям, что места вокруг ринга вот в этом зале стоят $1500, а самый дешевый билет это где-то под крышей $200. А в кинотеатр, если посмотреть по кабельному телевидению, где-то в районе $40. И вот что интересно, что Майк Тайсон должен получить, разные данные, где-то от 16 до 20 миллионов долларов за этот поединок, тогда как его соперник, претендент, будем так говорить, Питер МакНеелли, должен получить $540 тысяч. Говорят, что он доволен, поскольку это пока его самый большой гонорар за его небольшую карьеру на профессиональном ринге. Вот здесь, конечно, потрясающий апперкот. Да. Великолепнейший удар Тайсона. И вот показывает, рефери отсчитывает счет и показывает Майку, чтобы он ушел в нейтральный угол. Вот, пожалуйста, показывает. А здесь уже секунданты выскочили сюда. Он Майк отправляет в нейтральный угол, чтобы продолжить счет. Вот сейчас еще раз повторю. Вот апперкот. Конечно, жаль, что мы не увидели хотя бы 2-3 раунда, чтобы посмотреть, как все-таки выглядит Тайсон до конца, хотя вот даже эти 1,5 минуты, они говорят о том, что огромные потенциальные возможности у этого талантливейшего боксера. Итак, Майк Тайсон. Майк Тайсон, с одной стороны, нас огорчил досрочной победы, а с другой стороны, конечно, вселил надежды в своих поклонников, которые все эти годы верили в него. But the kid could have gone on, and he was fighting as hard as he could. He gave it the best he could. I didn't understand why his corner got in the ring, not then. Have you ever experienced a thing where the corner comes in while his fighter's so willing to fight? No, I never have. I never have either. I don't think I've seen it in my time. Don King, who's seen as many fights as all of us, have you seen anything like that? I seen a guy that come here tonight that vindicated everything I said about him. He was exchanging gloves, bomb after bomb with Mike Tyson. He jumped right on Mike Tyson, and it was doing a hell of a fight, and Mike would look excellent coming out of it to be the first fight out of the shoot in 4 years, slipping and rolling and coming back, but he had his hands full. Well, it was an unfortunate thing. We're going to go back to Steve Albert because we got more great fights to come. I'm telling you. Thank you very much, Purdy. I'll tell you, I was so stunned that this fight was stopped because I thought that, Peter McNeeley, despite the fact that he was really rocked and wobbled that second time, wanted to continue. And I jumped the gun by saying that the fight is stopped and Peter McNeeley is stopping, but actually it was his corner that stopped the fight. He wanted to continue on. His corner forced his stoppage. If my corner ever did that to me, I'd be in another fight right there with my corner, because let's face it, we know what business we've chosen. A man is a man and he has to walk to his destiny. He had made a good account of himself, much better than most people thought. Most people thought he was going to walk out there, get hit, fall down, end of story. He came at Mike. He hit Mike some good shots, 1 or 2 on top of the head. He took his chances. He got his licks in, his pound of flesh. Peter McNeeley, Bobby, a gutsy kid from Medfield, Massachusetts. He came in with the reputation of being a slow, mediocre club fighter at best, who just fought a man who may someday be considered the best of all time. And this crowd very disappointed and very upset that this fight was not allowed to continue. The chances are it could have ended just a few seconds later. Nevertheless, you don't stop a fighter dead in his tracks when he's ready to continue. I agree with you, Steve, 100%. All right, let's go to Jim Gray with Mike Tyson. All right, thank you very much, Steve. Mike, your thoughts on your return to the ring, as short as it was? I was just happy to be in there. I give all praise to God, and there's only one God, and Prophet Muhammad, peace be all unto him, is the messenger of God, and I'm just happy he blessed me with this victory today. The fight ended so quickly and seemingly not the way that anybody wanted to see it end. Were you surprised at the
Vecchione came in and stopped it? Well, I'm really not surprised at anything. He came out punching and he was winging. I knew it would just be a matter of time before I catch him. Did you do a little better than you thought right off the bat? I'm always thinking about fighting the best, and I always put the best fight. Every time I'm in the fight, I just anticipate fighting the best fight. I never underestimate. I've done that one time, and I came up titleless. Mike Tyson! This happened so quickly. Can you really gauge what kind of a test this was, or was it over so quick that you can't tell? As you know, as soon as the bell rang, he just came at me, and I didn't have too much time to anticipate anything, so I just went with instinct and just started throwing punches. I was basically planning on countering him, just making a missing punch. He was very awkward. He kept his head down, so it was very difficult to hit him. He whispered into your ear extensively. He talked to you for about 45 seconds. What was it that he said to you? It was more gibberish, and I didn't hear much, but he's a good person. You kind of like him, don't you? You didn't develop that anger that sometimes you've had in the past. There was something about him you liked, wasn't He's it? just the business. He's a very likable individual. I mean, most fighters are very likable. It's just unfortunate we're in the business that we're in. Mike, tell us about your walk into the ring, the anticipation, just this whole day, and go through it with us if you can, finally getting back into the ring after 4 years. Yes, I owe everything. Praise be to Allah. I bless Allah to thank very much with my trainers. They worked hard. They were patient with me. It was very difficult training, but I came through, and hopefully we start right back and I'll wait the next fight. Are you in a hurry for a title shot, or what do you plan to do? I'm just enjoying myself now. I'm just enjoying myself fight by fight, staying busy, and hopefully I receive some good blessings from it. Are you surprised at all at your popularity? It seems as though you've become more popular now than you were 4 years ago. Well, they should love me because I'm a Muslim and I love God more so than just because I'm a celebrity and I'm throwing good punches. There's some controversy now back in the ring from what's going on with Mills Lane and so forth. What did you personally think of the stoppage? Would you have liked to knock him out, knock him down, or did you think it was fine and the kid could have gotten hurt? Well, eventually he would have got hurt. As you know, I'm a blood man. I like to finish it, and they stopped it. You know what I mean? It's all praise be to God. It happened for a reason. I don't have no qualms about anything. November 4th, you're not sure who yet? I'm just be fortunate and happy and praise God that I'll be able to make it. Gentlemen, thank you. Mike, congratulations. Rory, John, let's go back outside to Ferdy Pacheco. All right, what was the rule? This is Commissioner Mark Ratner, the head of the Las Vegas Commission. What was the rule? When the corner man of a fighter steps into the ring, it's an automatic disqualification. That is black and white in our rule book. The corner jumped in and stopped the fight. And you are going to review the tape? Why? We want to review the tape, and we want to talk to everybody involved and see why the corner stepped in there. The fight was going along fine. There was 2 knockdowns. The fighter, McNeeley, wanted to continue, and we want to see why the corner actually jumped in to stop the fight. All right. Would there be any action against the corner man for doing that apparent nonsensical act? Very possibly, but we must review the film. All right, so it remains in your hands. You'll review the film. You'll tell us later, and there was nothing else that could be done under the rules of Las Vegas and I think the world. Back to Steve, Albert, and ringside. All right, thank you very much, Ferdy. So tremendous controversy here in the return of Mike Tyson. Because it was a disqualification, the Nevada State Athletic Commission will review the fight and determine if there should be any effect on Peter McNeeley's purse, which was a reported $540,000 for a minute 29 of work. I'll say this, for the first time in his career, Peter McNeeley at 26 exposed to this unbelievable, almost surreal environment, and he certainly did not freeze. At the sound of the bell, he come rushing out of that corner, pounced on top of the former undisputed heavyweight champion Mike Tyson, and turned this thing into a brawl as short as it was. And Mike Tyson just doing all he could to cover up and protect, and he certainly got some great shots in. He knocked down McNeeley twice, and then for some unknown reason, Vinny Vecchione in the corner of Peter McNeeley jumped in and stopped the fight, and it is very confusing and puzzling as to why. Let's check the telestrator, Bobby Ches. Okay, what you see here is Mike Tyson unloading now. He's got Peter McNeeley hurt. He's hit him with a few shots. Mike Tyson, when he's ready to wing, he'll start winging. What you'll see is he'll throw a couple of punches around here. They don't make it in. Some around here. What he does is traditional Mike Tyson. Up the middle, he throws an uppercut here. That is the punch that ends this fight. See the hook around, didn't land. McNeeley's retreating. You see another hook that doesn't really land clean, goes around. McNeeley bends here, almost goes down. Mike steps back. He'll throw another shot and it doesn't really get around.
But then he steps and does his usual. He throws the right uppercut. Here it comes. Bang. That right uppercut not only got his attention, but put him to the floor. Vintage Mike Tyson right uppercut. Mike Tyson. So down went Peter McNeeley, a minute 29, a disqualification. Wild. Peter McNeeley is now standing by and ready with Jim Gray in the dressing room. Jim? Okay, thank you, Steve. Peter, first of all, were you ready to continue, and did you want to stop? I was definitely ready to continue. As you saw, I was right up from both, what was it, 2 knockdowns? That's correct. Well, I was up after both knockdowns, not a dent in the fender. He's quick, and he's a snappy puncher. But I've been hit. I got hit harder by my sparring partner, Gang Lane, and it was a flash hits, flash knockdown. And hey, I'm very satisfied with my performance. I made him miss some punches. I rocked him. I put up with the media BS, and I showed up ready to fight. I was in the best condition of my life. And Curly got me here. And are you aggravated with Vinny for stopping the fight? No, I love this guy. Hey, I love this guy, and he's worried about me. He's been like my father, been like a brother to me. He's my best friend. I love him. He's just worried about me. Why'd you stop it? Why'd you do it? He seemingly was doing well. By his own account, he felt he was doing well. Well, I thought that the speed was the main factor in this whole fight, not so much the power. If the roles were reversed and Tyson had gotten hit like that, or stunned, or rocked, I just thought that this young fighter's 26 years old. He's got a long way to go, and there's a good shot he's going to have a heavyweight championship fight probably within the next year and a half. And, you know, this is just part of the bringing up of Peter McNeeley. And I thought he did a great job under the tremendous amount of pressure. But the object is to win, and seemingly he was very game. Maybe well was the wrong word, but he was very game, and the object's to win, and then you jump in, and the man clearly is on his feet and doing well. So my decision to make that call. Now, if that's we can't cry now. It's over. Yeah. It's done. We can't go back in there and do it over again. It's done. You want to ask me about Mike Tyson? What did you say to Tyson? You had some words with him afterward? I told him he was a champ, and I respected him. And when I was growing up, he was one of my heroes. You're going to continue this, aren't you? You're going to continue to fight. Fucking right, I am. It's a family show, Peter. I'm coming back. I'm coming back. I'm coming back. All right, let's go back outside to Jim Hill. All right, Jim, thank you very much. I know that you, Ray Leonard, like everyone else here, is really, really disappointed. Well, rather disappointing. It was such a build-up, this coming of Mike Tyson, the attraction and everything. I'm sure Mike Tyson is rather disappointed, too, because he wanted to do away with Peter McNeeley. McNeeley did not quit. His corner quit. He had a very inexperienced, irresponsible corner, and it cost the fans some excitement, what little we had. Now, you know, you talk about if there's blame to put, the blame should be on his corner. Should his cornerman be fired? Well, if the guy was in my corner, yes, he would, but it goes further than that. If this type of fight takes place, it shouldn't be made. This type of fight should not be made. People are here, paid a lot of money. They're here to see some excitement. They're not here. They did not come here to see a bizarre ending. And this is another example of why there are question marks, even dark clouds, around the sport of boxing. Well, you know, I looked at Mike Tyson as being the crusader to save boxing, but with this kind of event, it hurts boxing, and once again, gives him another black eye. All right, Ray, thank you so very much. Now, well, you fight fans, well, souvenirs and merchandise from tonight's event are available to those of you who were unable to witness the return tonight of Mike Tyson in person. You know the name, you know the power, you know the fury. Now he's back. And he's ready to rock the ring in the boxing event of the decade. Tyson versus McNeeley at the ЭмДжиЭм Grand. Now you can be a part of this awesome event and own a piece of boxing history. Call now and order your fight merchandise commemorating the return of Mike Tyson. You can order the cap, t-shirt, or an authentic fight program. Call 1-800-33-TYSON now and your official fight merchandise will be delivered directly to your door. Make the call now, 1-800-33-TYSON. No matter who or where you are, you can experience the return of Mike Tyson. This commemorative cap, t-shirt, and fight program can be purchased separately, or get all three in one spectacular knockout pack to score big savings for just $44.95. Don't wait, have your credit card ready and call now, 1-800-33-TYSON, or mail your check or money order to own your piece of boxing history.